В загрузочном экране уровня 1.9 мы зажимаем Quick Save. Переключаемся на 20 FPS и готовимся делать суперджамп. Первый суперджамп мы делаем примерно вот с этой позиции. Для того, чтобы, если даже мы его зафейлим, то Макс просто сделает обычный прыжок и приземлится на лестницу так, что не будет долгой анимации вскарабкивания. То есть, видели, у меня не получилось. Вот, сейчас я сделал второй суперджамп, но если бы он у меня не получился, тоже я бы сделал его примерно вот с этой позиции. У меня бы он просто сделал прыжок и как бы, ничего, то есть он не замедлился бы особо. Давайте еще раз попробуем. Значит, еще здесь есть такой момент, что когда кат-сцена, в которую мы засейвгличили, подходит к концу и готовится фейд-аут экрана, мы можем прожать кувырок, и замедление от кувырка, множитель 0,5, оно будет отменено кодом, который вот как раз запускает этот фейдаут. И тем самым у нас Макс сделает быстрый кувырок, вот как я сейчас сделал быстро. Но это в определенный тайминг нужно сделать. Есть, довольно сложно сделать. Вот, примерно как сейчас. Дальше мы бежим на диагональном стрейфе. Здесь постарайтесь не застрять вот в этом подсвечнике. Нажимаем кнопку. Кстати, интересно, почему она несколько раз нажимается. Ну да похер. Входя вот в эту зону, в этот дверной проем, мы зажимаем Quick Save. Грузимся на кувырках, делаем 3 кувырка, переключаемся на 20 FPS, сейвимся вот здесь вот. И нам нужно будет сделать довольно сложный суперджамп, который сложен тем, что нам придется делать его в замедлении 0.8. То есть тайминги здесь позже, чем вы привыкли. Давайте попробуем сделать. Его можно сделать на лучшее оружие с дробовика. Обязательно вот в эту кат-сцену, в которую мы сейв-гличем, заходим с дробовиком в руках, для того, чтобы нам сделать суперджамп на Инграма. Так, окей, получилось. Собственно, очень часто может быть такая ситуация, что вам не хватает высоты на этот суперджамп. Здесь нужно, во-первых, делать фронтальный суперджамп и в воздухе зажимать кнопку стрейфа. То есть вот вы прыгаете и в воздухе дожимаете стрейф. Давайте еще раз попробуем. Так, у меня выбрался обрез. Окей. Как только вы запрыгнули вот сюда, видите, что вы, ну, собственно, напрыгнули на нужную высоту, обязательно сейвимся и убиваем вот этого врага перед нами. Он делает кувырок иногда. Дальше вот эти вот враги. Пока у нас кат-сцена не прошла, Макс неуязвим, поэтому мы спокойно можем всю пачку врагов на месте их спауна убить просто хедшотами с инграмов, ну то есть спреем. После этого перезаряжаемся, делаем Quick Save и делаем сразу же Quick Load этого сейва. Вот этот вот враг, он вбегает после того, как мы делаем Quick Load, и у нас достаточно хорошая позиция для того, чтобы его убить. Собственно, смерть этого врага с дробовиком, она триггерит также спаун второй волны противников. И их тоже достаточно легко убить, потому что прицел у нас практически на их головах находится. Для того, чтобы не получить урон от этого шотганера, можно также немножко влево отойти. Вот. У вас здесь может быть разное количество патронов на Инграм. Если у вас где-то осталось около сотни, то это вообще замечательно. Собственно, для этого мы и сейвили патроны на Инграм в течение всей парт 1. Старались их много не использовать. У нас осталось 2 врага. Один из них стоит вон там. Как только мы его убьем, начнет подбегать на эту же точку второй, последний враг. Первого я обычно убиваю с дигла. Это немножко сложно, потому что у нас из-за сейв-глича здесь нет прицела. И даже автоприцеливание в его убийстве не помогает. То есть, ну вот стреляем примерно вот так. Для того, чтобы его урон тоже не получать, можно немножко вот так вот стрейфиться из стороны в сторону. Вот. Дальше, в зависимости от того,
много ли у нас осталось патронов в обойме дигла. Можно либо второго попытаться с дигла убить, либо переключиться на дробовик и убить его с дробовика. Ну, с дробовика, опять же, может получиться долго, потому что дробовик медленно стреляет. Дальше. Вот мы убили всех, спускаемся вниз и зажимаем Quick Save. Кидаем гранату, если она у нас есть. Если у нас нет гранаты, то мы кидаем молотов. Кидаем молотов в люпина. Но у меня так получилось, что граната есть. Поэтому вот. Макс автоматически переключается на двойные инграмы, лучшее оружие. Оба врага, которые по бокам, они умирают. И после этого, после взрыва гранаты, я стреляю из двойных инграмов в люпина. До тех пор, пока моя стрельба как бы включает анимацию стаггера. То есть я наношу ему урон. После того, как у него анимация стаггера перестала идти, это означает, что я нанес ему максимальное количество урона, я ему снизил хп до единички. То есть убить его я в этой катсцене не могу, но я могу снизить ему хп до единицы. Дальше, собственно, после катсцены сразу же мы зажимаем ЛКМ и добиваем его. У меня осталось еще довольно много инграмов, это хорошо. Вот. Но если инграмов не хватает, то вот как бы давайте я даже покажу альтернативную страту с молотовым. Вот я кидаю молотов в люпина. Допустим, если у вас гранаты нет. Вот я добиваю этого, с него лутается один инграм. Но это сложнее успеть. И в этом случае мы оказываемся у него за спиной. Это также дает нам небольшое время для того, чтобы он не сразу начал в нас стрелять. Но я говорю, желательно все-таки иметь хотя бы одну гранату. А здесь напоминаю, что гранаты получаются в парт 1 со следующих уровней. Уровень 1-2 – это перед тем, как вы вставляете детонатор перед катсценой с Алексом. На уровне 1.5 – это где значит, дверь, которая открывается ключом, который вы подбираете с полки. Вот вы поднимаетесь по лестнице, и там будет чувак, с его трупа лутаются 2 гранаты. И еще одна граната лутается на уровне 1.7. Это, я даже хуй знает, как назвать. Короче, там, где рекламный щит, чел стреляет с дигла, и вот после него будет пачка врагов. То есть это буквально первые враги, которых вы убиваете. С одного из них будет падать граната. То есть вот, обычно, если вы все гранаты подбираете, то у вас должно хватать. Вот, я перестал ему наносить урон, я перезаряжусь на всякий случай. Можно, кстати, переключиться на 30 FPS, убиваем его. И, значит, сетап следующий. Здесь можно скипнуть комикс, ориентируясь по анимации падения трупа люпина. Вот когда у него труп упал полностью на 30 FPS и перестал двигаться, я зажимаю кнопку Escape на 30 FPS.